eterne passate, tânăsicaniată, suonără moiră, primavera sotto che le che state, e mo non c'è sta più. Мы снова в Италии. Не смогли устоять перед билетами за 40 евро на самолет туда-обратно. С Мальты до Неаполя лететь всего час. Мы прилетели, взяли автомобиль на прокат. И вот мы приехали в Соренто. Честно говоря, мы прям мечтали проехать по Амальфитанскому побережью на машине. От открывающихся видов захватывало дух, и мы сменяли друг друга за рулем, чтобы никому не было обидно. В Соренто стояли дивные погоды. Мы договорились никуда не спешить, не бегать по всем достопримечательностям, чтобы находить 30 тысяч шагов и, добравшись до номера, упасть замертво. Мы устроили себе трапезу с панини и просекко в Вилла Коммунале, которая расположена на вершине утеса с видом на Везувий и Неаполитанский залив. Небо сливалось с морем, полностью размывая линию горизонта. Было очень спокойно, почти все столики в кафе свободны, чайки периодически подлетали поздороваться. На обратном пути прямо на центральной улице мы увидели красивую виллу с надписью «Фондационе Соренто» и решили зайти. Вилла Фьорентино – это историческая резиденция в самом центре Соренто, которую городские власти превратили в культурный центр. Внутри выставочные залы на нескольких этажах, такой небольшой камерный музей, часто с бесплатным входом. Мы совсем не знатоки искусства, но работы Рубена Стояно в тот вечер явно оттянули на себя основное внимание. Вот, например, 5 вращающихся языков под названием «Всякое говорят». На следующее утро мы снова вернулись на виллу. Ее территория – это городской сквер с цветущим садом и деревьями, на которых растут апельсины и лимоны одновременно. Мы такое раньше никогда не видели и застряли в саду, рассматривая это чудо со всех сторон. Кстати, накануне, когда мы пришли на выставку, помимо бесплатного входа, всем еще совершенно безвозмездно раздавали пакеты с апельсинами с этого самого сада. Между прочим, очень вкусные апельсины. Я не знаю, насколько нормально везти в самолете лимон, который весит, не знаю, полкилограмма. Будем из него готовить пасту дома на Мальте. Доброе утро. Мы зашли в джелатерию, чтобы выпить кофе и съесть какой-нибудь местный десерт. Я никогда не пробовала ромовую бабу. Взяла мини. Сейчас будем пробовать. Ну, это достаточно интересно. Но гость нашего стола – это лимонный пирог. Лимонный пирог. Это очень вкусно. Кафе Макиато. Ага, окей. В отличие от Алексея Глызина, Соренто действительно баловал нас погодой, но нужно было ехать дальше, сделав остановку в знаменитом Позитано. В Позитано мы заехали буквально на час. Город еще отдыхал от сезонного пика туристов, мы прошлись до главного собора и заглянули в пару уютных улочек. Но вид со смотровых площадок по пути в Позитано на нас произвел гораздо большее впечатление.
Если ехать из Соренто до Амальфи на автомобиле, то по дороге, которая, к слову, очень узкая, очень много всяких серпантинов, встречаются множество различных видовых стоянок. И вы просто посмотрите, какие здесь виды. Это просто скандал. Посмотрите на это. Наташ. Местные гигантские лимоны, они сладкие и съедобные. Еще можно делать с ними вот так. И потом есть просто ртом. Вот эта часть, она сладкая, очень нежная. И совсем не кислая. Это очень вкусно. В конечный пункт нашего путешествия, Равелло, мы добрались почти под вечер. Просто проехали Амальфи, потому что заранее выбрали именно Равелло, который стоит высоко над побережьем на высоте примерно 350 метров. Главная фишка этого городка – старинные виллы. Самая известная, вилла Руфало, стоит здесь с 13 века. В 1880 году сюда приезжал Рихард Вагнер. Он находился в процессе написания оперы «Парсифаль» и, увидев сад виллы, так вдохновился, что оставил в гостевой книге отзыв: «Я нашел волшебный сад Клинцера». Это помогло ему дописать второй акт оперы. С тех пор Равелло навсегда город музыки. В саду виллы Руфало постоянно проводятся музыкальные фестивали с ошеломительным видом на Амальфитанский залив. У нас есть с Наташей такой прикол. Мы в поездке берем с собой свои бокалы, чтобы делать вот так. По-моему, это просто потрясающе. А вон туда, что ли, тоже можно? Tutta la notte a pensarci, ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un taxi, io non verrò. Forse è meglio così. У нас до самолета есть несколько часов. Мы в Неаполе, в испанском квартале. Как можно обойтись в Неаполе без пиццы? У нас маргарита и сицилиана. Это выглядит просто потрясающе.
Скандал вообще. Очень вкусно. Просто.